Господа, здравствуйте! В рамках выполнения своих предновогодних обещаний, что январь это будет месяц деградации, в котором мы будем постоянно мотать на шины на стол, машины, мы оказались в салоне Volkswagen, и новый Touareg выйдет однажды, а мы приехали за Грантой с пробегом. Вот такая ситуация. Я сделал голосование у себя в Инстаграме, где предложил людям выбрать Калина Универсал или Гранта на автомате причем. Оказывается, Грант очень много в продаже, и если вы сейчас, допустим, запустите автору, пошла. Допустим, оказывается, Гранта это очень популярный автомобиль. Ну, если кто вдруг не знал, потому что Москва с Питером, они немножко зажравшиеся, и у них там все вот эти вот Риа, там Солярисы, нормальные люди в России ездят на таких тачках. Смотрите, мы выбираем АвтоВАЗ и выбираем модель Гранта. Значит, смотрите, мы выбираем Петербург, Лада Гранта, и мы находим 475 предложений. Из них с пробегом 243 гранты мы можем сейчас поехать и посмотреть из тех, что продаются в Питере. Допустим, цену мы обозначиваем наш любимый потолок, то есть 250 тысяч рублей. Потому что мы смотрим машины все примерно по цене того самого Марка. Марк, родоначальник, вообще все вот это вот. 91 гранта нам доступна за наши деньги. Солярисов мы смотрели, было что-то типа 40, по-моему. Марков 1 и 91 гранта. Представляете, как их много. И поэтому мы решили зажаться. Когда у нас такое предложение, нам хочется каждый раз показать рост. Мы уже не согласны покупать то же самое за те же деньги, только другой марки модели. Нам нужен плюс. Мы выберем, знаете что? Коробка, автомат. Смотрите. И даже в таком случае Гранта на автомате в количестве 9 штук за бюджет 250 тысяч максимум присутствует в Петербурге. Таким образом, мы пришли к самому дешевому предложению на сегодня. Это 199 тысяч рублей. Еще было за 175 вчера, но продано. Такой рынок, знаете, бурлящий. Мы имеем серебристую Ладу Гранту, которая продается у дилера Volkswagen. Видимо, она была сдана по трейдину и так далее, и прочее. Там какое-то, видимо, описание у нее будет. Это нам мало интересно. Давайте сразу посмотрим, что с ней было на самом деле. Был ли у нее каким ДТП или прочее, поскольку мы на автору, можно это все посмотреть. 97 рублей. И все, смотри. Два владельца по ПТС. Физическое лицо и физическое лицо. Причем второй владелец владеет ей только с 31 января 2019 года. То есть год, по сути, да, она была у первого владельца. Не, у первого-то она была с 12 по 19, а второй вот ее что-то год поездил и сразу сбросил. ДТП на ней не числится. Выплат по каску не производилось. Работа в такси не зафиксирована. В каршеринге не регистрировался. 3 объявления на автору, когда она продавалась. Текущая первым владельцем и вторым владельцем, соответственно. История пробегов сходится. То есть пробеги ровные и не крученные. Нам попалась какая-то просто идеальная машина. Транспортный налог составляет 1164 рубля. Это по Москве. Какая-то дешевеет на 7% в год. Капец, как все мне это нужно. Полезность отсчета. Да, в общем, судя по отсчету, мы нашли идеальную машину. Сейчас мы ее купим, поездим на ней и посмотрим физически, как она выглядит на самом деле. И, наверное, это все, что вам нужно знать. Погнали за тачкой. Итак, за наши 199 тысяч рублей, как вы видите, нам досталось вот такое сокровище с гнилым капотом, с выцвевшим жабо. Но это, понимаете, это Лада. Она стареет в 2 раза быстрее, чем иномарка. Соответственно, несмотря на тот же 12-й год, кстати, такой же, как был у Соляриса, и 199 тысяч, то есть цену на 50 тысяч дешевле Соляриса, она выглядит как будто чуть более уставшая. Но при этом это не такси, то есть я могу сюда прямо... То есть она пахнет нормальной человеческой тачкой, хотя в ней когда-то, видимо, все-таки курили. Немного запах табака есть. Вся в жучках. Вот это отодранные ветровички, которые здесь видите, вот были приклеены. А что произошло с капотом, я боюсь честно представить, потому что это напыл черной краски. Это прямо реально напыл черной краски. Причем, да, такой хороший, это какая-то не Монтана, вот прям которая почему-то здесь еще газеткой прикрыт. Я вообще... не представляю, что и происходило. Она уже на зимней резине, она на автомате, она на шестнаре, пусть и старом, 98 сил всего, но тем не менее до налоговой. Ключ в комплекте. Смотри. Давай заведем. Она же должна завестись. Нет? Тихо. Ребята. И мобилайзер тут работал даже.
По-моему, мы взяли именно ту тачку, которая и должна была быть. Ну-ка, усилитель руля, да? Автомат, усилитель руля. Стучащий, видимо, шестнарь. Мы в раю. Поехали. И тут я все понял, господа, на самом деле тут был тюнинг. Даже нет, это не тюнинг, это, наверное, кастом. В этой машине не хватало стиля. И один из прошлых собственников решил сделать антихром. Потому что вот эта вот штука, она вот, судя по тому, что она вот так вот слезает, она там немного хромовая в связи с тем, что она слезает. Давай, все туда, все в мотор, чтобы все осталось. Он взял баллончик матовой краски и все это красил сверху. Чтобы не закрасило капот, он взял вот такой слой скотча, не подозревая о том, что помимо покраса еще происходит напыл. Поэтому в итоге у нас сейчас пол капота в напыле, в черном матовом. Потрясающий антихром. Фары эти не мыли, машина мылась, антихром даже здесь, везде теперь. То есть полоска скотча здесь, полоска здесь, и вот так по фаре он прилепил. Все в этом на пыли. Фару, кроме этого, мыли редко. Через это лампочка, которая светила, разогревала грязь на стекле, и грязь вплавлялась в стекло. Здесь это менее заметно, а вот здесь прямо в самую кашу. Машина чистая, а номера не мылись. Бандиты, видимо, ездили на гранте, и потом ее сдали в трейд-ин, вроде как за полуседан в обмен. То есть я еще не знаю, насколько это выгодный обмен у них получился, потому что на самом деле машина на этот момент, как по предложению, выглядит довольно-таки сытно. Итак, 199 тысяч рублей за машину 98 лошадиных сил на автоматической коробке передач с кондиционером. По-моему, может быть, даже есть подогрев кресел. Нет, подогрева кресел, к сожалению, нет. Да, с какой-то кастомной, опять же, музыкой, потому что это не родная музыка, там стоит и мафон, и динамики в дверях врезаны также не заводские. В то время как Владислав Телебаев купил свой Гольф за 400 и вкладывает, короче, уже миллион там он ему вышел, да? Ты мог купить 2 гранты. Это могли быть мы с тобой, но ты ездишь на ТСАе. Ну и что? То есть так вот виду как бы все вот на бумаге, в цифрах, прямо нарядненько. И тебе кажется, да, вот это, наверное, тачка. Зачем покупать тот же Солярис в состоянии усоса за 250, когда можно купить за 200 гранту? Причем она сейчас в том состоянии, когда ее к продаже не готовили. Она выглядит страшненькой, но возьми пару баллончиков, вот это все закрась, чуть полирни, там приведи в чувство, вот эту решеточку новую за 300 рублей сюда какую-то поставь. Это будет такая прямо нарядная гранточка за те же самые 200 тысяч рублей с автоматом. Подогрев стекла, может быть, нет? Нет, подогрева стекла нет. Ну, господи, поставить сюда подогревное стекло, что касательно отечественного автомобиля, это вообще не проблема. И будет еще лабаш с подогревом, и это как бы гранта. Ну, не скажешь, что нас развели, да? Хотя, Никитос, ты ездил, не говори. Владян, вот ты скажи. Ну, вроде как она выглядит на эти бабки, да? Прям 12-й год, нет? Ну, за двушка, у тебя тачка на автомате, на 100 сил, ну. Стучит. Стучит, так. Не работают стоп-сигналы задние, только дополнительный работает. Но задний ход горит. По динамике Никитосу очень понравилось. Просто непередаваемое ощущение. Где же подвох? Давайте разбираться. Так, ну эту кнопку мы нажали, хорошо. Здесь все клацнуло. Теперь мы это поднимаем, да? Поднимаем еще раз. Тут все чистенькое в багажнике, кстати. Секундочку. Так, вообще мои отпечатки здесь остались. Зачем? Погоди секунду, надо хоть номерограммом пробить это вообще. Надо пробить номера хоть вообще, реально, что это тут? 2 комплекта номеров в тачке. Вот это я первый раз вижу. А почему-то? Еще забавно, что еще они одинаковые, еще они должны быть еще разные, 2, знаешь, оба 2, типа на одних ты под камерами ездишь, на вторых жестко, вот этого я не просек. И все, у нас нам ничего не дали, есть еще штамп, ни домкрата, ни баллонника,
Есть насадка на шуруповерт с минусовой вот этой битой. Все. То есть комплектация прям такая... Сам справишься, брат. Надо ехать. Отлично, господа. Итак, нам сейчас надо разобраться с тем, что же мы получили. Мы получили, в общем-то, тачку. Ручник немного подзакисший, работает странно. Автомат, прежде всего автомат. Очень выглядит автомат в этой тачке интересно. Прямо, слушай, он там старается. Молодец. Немного все болтается. Ну что, за 200 тысяч, что мы хотели тачку на автомате? Да еще и 2012 года, свеженькая. Автомат здесь стоит японский, поэтому вроде как... Что ее так ведет-то? Проблем с ним быть... Слушай, ее реально ведет же, нет? Или мне кажется? Электроусилитель. Как вот... Блин, не нравится мне этот электроусилитель. Очень непривычно с ним. Надеюсь, это не односторонний, нет? Да, вроде нет. Слушай, первое, это какой приход, а? Прям... Оу, вообще, как будто в компьютерной игре едешь. Нету связи руля с дорогой, то есть руль, блин, я реально как будто на каком-то... Это вообще серьезно, это вообще, что это? Господи, вот это прикол. Да, электроусилитель, конечно. Топ. Газ в полу нажат. Все, она походу готова. Так, она что это было вообще? Это очень странный просто очень странный автомобиль. Ты просто садишься в тачку и вообще не понимаешь, что происходит. Нету связи руля с колесами. Вообще никакой обратной связи нет. То есть ты не понимаешь, что происходит. Автомат норовит. Ну-ка, тормоза. Все очень странное. Все очень странно. Как она собрана из трех. Давай! Не, ну куда-то едет. Ладно, допустим. Но при этом едет она, конечно, очень... Ой, лежачий, сейчас будет больно. Да. Мы знали, что будет больно. И было больно. Это ровно то, чего мы хотели. Ну, я вам скажу так. Гранта как-то с места прямо меня удивила. Очень необычно. Причем ты нажал газ... На руле связь пошла обратная. Газ отпустил, все. На руле связь пропала. И он превратился в джойстик. Причем еще когда ты делаешь вот это вот, смотри. Ты повернул, ты отпустил. Руль реально какое-то время еще сам болтается. Она норовит в маятник провалиться. Она реально норовит провалиться в маятник. Ручник. Да, конечно. Даже, по-моему, ничего не сработало, ручник. Да, слушайте, вот это прямо гранта. Меня шокернуло чуть-чуть. Нам надо что, померить разгон до 100. Я ставлю на 15 секунд. Еще есть режим овердрайв у коробки. Ёптель. Это типа как спорт, только лучше, да? По-моему, ничего не происходит. Ладно, даже передачу не скину. Шумоизоляция, пластик там... Какая разница, это гранты, вы все прекрасно все знаете. Вообще нечего об этом даже разговаривать. Как ездят здесь люди? Я, по-моему, единственный, кто остановился на красной вообще. Кому это было интересно в этом потоке. Всем остальным это интересно не было. Есть кондиционер. Работающий кондиционер. Мотор прям офигел, когда я его включил. Печка. Погоди. Бензом запахло. Блин, она реально какая-то такая, да, удивительная прям. Ты садишься, она вся такая живая. И нам стрелка горит, мы это провафлили, все окей. Да, да, он даже пытается что-то. Но это, конечно, очень все. Вот это аттракцион, слушай. Она постоянно хочет завалиться в маятник. Ты делаешь рулем, такое ощущение, что зад переставляет больше, чем морду. Магат, Гранта, ты что, крейзи? Давай до сотки. Странный автомобиль. По поведению очень странный. В таком, я думаю, будет укачивать прям. Давай, овердрайв. Хорошо, погнали. Так? Так. Не зацепиться. Не зацепиться. Ну, у нас нажато в пол педаль, можно просто... Да, на моменте светофора только 99, 100, 13,4. А неплохо. А вот, опа, Солярис, как тебе такое?
Причем в Солярисе на 25, по-моему, или 22 лошадиных силы больше. Там палочка, которая быстрее, чем этот автомат, и все равно шестнарик тащит. Шок. Она едет, ну, если мы сравниваем с конкурентами за эти деньги, она едет, она быстрее Соляриса. Но вот это вот, нет, электроусилитель руля я бы отказался. Я бы Гранту взял без усилителя руля, это прям было бы лучше. Я прям отвечаю. Странная тачка. Шумка, комфорт, эргономика, я бы сказал, на уровне Соляриса. Качество исполнения, на удивление, также на уровне Соляриса. Не хуже. Не, вот все, что угодно. Сейчас вот корейский клуб, Kia клуб, там кто-нибудь еще скажет, ты че попутал? Да нет, пацаны, Гранта. И стоит дешевле. И она реально лучше в этом, да? За эти бабки она лучше Соляриса того. Ты согласен? Едет быстрее, в ней не пахнет, в ней не покоцанный пластик, она не из-под такси, вы смотрите, в ней живые кресла настоящие, она прям аккуратненькая, и это не с рынка. Есть гораздо лучше Гранты по состоянию, даже за эти деньги можно было поискать, это мы просто вечером сели такие типа, желаю Гранту за 200, вот просто она выпала, мы ее взяли сразу, не глядя, все, она лучше даже при этом. Осталось только что узнать, что вот это все нарядно, оно может и есть, вы же сами понимаете. А есть ли в этом безопасность? Сохранится ли ваша жизнь в этой тачке, если вдруг что-то пошло не так? И вот это самое главное. Давай реверс на ходу. Бля, нет, страшно было. Тихо, еще раз. Реверс на ходу. Она в нейтрале на самом деле стоит сейчас. Ну да, ну это, грубо говоря, этот видос все снимали, про это журналисты писали, что вне защиты, ну короче, все понятно. Ну реверс на ходу она прокатывает, теперь осталось что, паркинг на ходу, да? Ну это бред, мы знаем, что будет. Это не смешно. Еще один разгон, и чтобы она зацепилась, вот что нам нужно. Я уверен, 13 ровно будет. Ну что, с горки, немножко с горки, чтобы она зацепилась, возьмем среднее значение, 13,4 уже было? Вот, лучше. Все, она умерла, вот, как тогда. Все, а газ пол так я и держу. Она на холостые скинулась и все, и выбила. То есть. Вот, теперь поехала. Да, нужен еще раз. Да, это прикол. То есть надо ездить на ней плавно. Давай, сразу же, прям сходу. Вот, зацепилась, это лучше. Это реально лучше. Только автомат, пожалуйста. Нет, все, сука. Вторая его отстебывает. И он со второй падает в четвертую. Надо отпустить газ, снова нажать, тогда он едет. Все, капсда, похоже, Карабасу наступает. В общем, я в любом случае уверен, что на данном этапе, вот сейчас, на эту секунду, я готов прям заявить ответственно, что за 250 тысяч рублей это лучше, чем Солярис за 250 тысяч рублей. Не найти за 250 штук нормальный живой рабочий Солярис. Никогда. Гранта за 250 будет просто эталон. Она будет просто блестящая, идеальная, чистая. С ней все будет прям супер. Да даже за 200 Гранта будет супер чистая, классная, нарядная и красивая. А Солярис за 200 будет просто дрова дикие. Просто конченая машина будет. Поэтому при выборе тачки за этот бюджет однозначно Гранта. Прямо вот сейчас Владикавказ, я понимаю, почему вы берете такие тачки. Красавчики. И перед нами BMW сломалась на перекрестке. Вот это просто, давай сейчас, это просто классика. Вот это... BMW сломалась, а я еду на Гранте с автоматом, и мне все равно. I just don't give a fuck. Вообще, что там происходит? Сейчас Lexus будет тормозить на трамвайных путях. Да, конечно, да, поэкономь свою подвеску. Давай, братан, это же потом так дорого будет ее чинить. А? Хочешь, мы его сейчас просто сделаем, смотри. Потому что он тормозит на следующей яме, понимаешь, в чем прикол? Ничего с Грантой не будет, не надо тормозить на следующей яме. Все в порядке, мы летим с комфортом. И дальше, смотри, вот эта ВАГ-группа так называемая, да, Тигуана он себе взял в кредит. За ним, смотри, а это вообще на лежащем. Притормозила, ты видел, да, это как, вот смотри. Где они? Где они? Несите их сюда всех просто штабелями. Вот так вот я им просто буду водить по губам. Этот Пассата взял бэушного, типа подешевле Гранты. Комфорт выбрал на иномарке. Да, и чё, как там притормозил? Ты нормально на своем полежачем? Ничего не отлипнуло там у тебя, братан? Мы просто сейчас здесь цари. Ну что ты там поворачиваешь из среднего ряда? Затонировался, боится, чтобы я его увидел. Огонь. Нам осталось что, посмотреть снизу, как там под днищу, да, чтобы убедиться, что тачка-то не битая, не гнилая. И дальше. Погнали.
Нас же в нашем случае интересует что? Столбоустойчивость, естественно, потому что все вот эти подвески и прочее, сейчас вам даже про это рассказывать не буду. Хотя, почему мы брали именно Гранту? Нас интересовало или Калина, и Гранта, вот эти одного поля ягоды. Потому что эти машины еще вышли не из компьютера, они прямо с чертежей, их прямо вот так вот на стенах конструктора АвтоВАЗа наскальными своими вот этими вот надолбами выбили, оттуда все это глиной вылепили, типа дизайн сообразили и в производство. Никаких краш-тестов, никакого компьютерного моделирования здесь толком не происходило. Это все еще совком реально отдает. Переднего подрамника как такового здесь нет. То есть это рычаги, которые на лонжеронах держатся. То есть в плане морды тут все будет, по идее, не очень жестко. Но мы бьем сбоку. Что нас интересует? Лонжероны, целостность кузова, наличие гнили. Так вот, гнили нету абсолютно. По низу она живенькая. Пороги родные свои, не переваривались. Все заводское. Никакой ржавчины, никакой гнили. Лонжероны в наличии, не мятые, ни одного ударчика, не поцарапанное даже днище, тут все просто в идеале. Но лонжероны идут в один ряд. У Соляриса, когда мы его смотрели снизу, вот сейчас видео ставлю, лонжи шли в два ряда. Был один лонж и внутренний прям возле центральной арки. Здесь внутреннего лонжерона второго нет, но есть отформовка на его месте. То есть кузов весь сделан такую под силовую выштамповочку, чтобы это все было немного жестче и более-менее жило. Насколько это все сыграет в пользу или против этой машины, сейчас предположить сложно, потому что у нас уже каждое видео выводы получаются не те, которые мы предполагаем. Марк сложился больше, чем мы думали, Солярис сложился меньше, чем мы думали. По поводу Гранта я, честно говоря, уже ни в чем не уверен. Эти наши видосы действительно обретают какой-то научно-популярный смысл, потому что оно все не так работает, как нам казалось. И даже если она сделана из фольги, как в случае с Солярисом, почему-то это держит. Где-то были расчеты. Я надеялся, что здесь их как раз, и до сих пор надеюсь, этих расчетов не было. То есть мы получаем, что все, тачка в стоке, тачка по низу идеальная, она не бита, не переварена, все, что должно быть на месте, присутствует. Бьем. Господа, ну и поскольку коробка мертвая, нам всегда было интересно, что будет, если драйв включить с отсечки. Итак, Карабас у нас в нейтрале. Зажимаем газ. Отсечка. Драйв. А ничего, он сначала уронил обороты, а потом включил драйв. Скучно. Неизбежность все ближе, господа, но наш старый столбик, как вы видите, немножечко, даже не на полшестого, ему вообще плохо. Столб, все. В связи с этим, учитывая, кстати, ваши еще и предыдущие пожелания, что многие говорили в комментариях, причем видео выйдет через 2 часа, я знаю, что многие говорили в комментариях уже на то, что этот столб после Марка был треснут, поэтому Солярис его без проблем завалил и так далее. Так вот, в случае с Грантой, само собой, все будет по-честному, потому что столбов, по секрету вам сразу хочу сказать, было несколько. И сейчас этот столб мы заменим новый, и Гранта уже будет врываться в новый, самый что ни на есть ГОСТовский столб. Вообще, со столбами есть еще другая идея, потому что, видите, он полый, и это еще из тех злых столбов. Есть так называемые телеграфные, они еще тоньше, там стеночка вот такая. Это вот мачта освещения, она прям лютая. А есть еще царь столбы, они железные. В них еще внутрь можно залить бетона, и тогда с теми царь столбами здесь, в идее, будет встречаться, собственно, ну, мой Range Rover, как я и обещал. Что ж поделать, надо ж так удочку-то закинуть вперед, но рано или поздно, я думаю, что и рейнджи, и прочие кроссоверы действительно сюда прилетят. А пока что вот это все выдираем, новый вкручиваем рядом и встречаем. Итак, теперь у нас есть новенький столб, который и впредь будет новеньким на каждом краш-тесте. Мы решили, чтобы исключить все вот эти домыслы, закапывать новый столб перед каждой новой тачкой. Осталось поставить на него наверх камеру Соньку, которая будет в слоумо все это писать, замоторить, разгоняем Гранту и смотрим, что будет.
Что ж такое, надо же! Да, надо понять, что случилось именно, непонятно. Понятно, что-то непонятно. Мне тоже как на ровном месте она завалилась и все. Блин. У нас еще есть 2 дня, грубо говоря, да? И так и непонятно, почему, что произошло-то, с какого ляда она разъехалась. Вообще не очевидно. Я не буду уходить, зачем мне перелистывать всю жизнь, но за закатами рассвет, поверь мне. Ну а ты любовь, правда, за тобой не побегу, зачем мне пойду тебя глазами шуту, а незаменимых нет, поверь мне, я найду тепло. Я не буду уходить, зачем мне перелистывать всю жизнь, но за закатами рассвет, поверь мне. Ну а ты любовь, правда, за тобой не побегу, зачем мне пойду тебя глазами шуту, а незаменимых нет, поверь мне, я найду тепло. Чтобы посмотреть, что произошло, мы просмотрели все записи видеокамеры и поняли, что вот на этих кадрах отлично видно, как тележка разгоняется из-за того, что, скорее всего, в этот раз мы набрали очень хорошую скорость с Грантой. Она просто подскочила на неровности рельса, а приземлилась уже мимо рельса. Таким образом, пошла собирать за собой шпалы и наматывать обороты через крышу. Тем временем, господа, при всей очевидности неудачи данного теста со столбом, информации мы из него можем выжать довольно-таки много, потому что все-таки столб был. Все-таки вот на этих кадрах в конце, на излете, уже со скорости, наверное, километров 30 в час, вот этой стойкой ровно ей столб-то все-таки Гранта прилетела. При этом стойка ушла в салон сантиметров на 30. Стойка встала практически на место пассажира. То есть, если я сейчас смотрю, то стойка оказалась минимум в плече пассажира, что я считаю для такой скорости, конечно же, все-таки не очень. То есть этот кузов, очевидно, слабее. Той стороной другой она также приложилась там об рельсы, соответственно, тоже там замяла порог, что делает невозможным ее повторную попытку намотания на столб. Это не проблема. Грант в Питере продается 90 с чем-то штук за наш бюджет. Так что, собственно, мы можем купить следующую Гранту, не проблема. Починить все эти рельсы и вколоть ее туда снова уже по-нормальному. Исходя из этого, ну, на самом деле не хочется сейчас нагонять жути, потому что понятно, что все-таки это была не та скорость, это был все-таки перевертыш и вообще, по сути, другой тип испытания, хотя он и произошел, но есть мое личное мнение, что если она войдет в столб все-таки так, как входили остальные машины, то нас ожидает нечто очень интересное, потому что самое интересное произошло под капотом. По технической части машина перестала заводиться, она крутит и не схватывает, но это можно объяснить тем, что она заведенная перевернулась, мотор мог просто заклинить на самом деле или просто поймать гидроудар, потому что масло попало в цилиндры и так далее, она же лежала кверх ногами. Сам мотор при этом сорвало с подушек, мотор прилетел в радиатор, радиаторы пробило, вся подвеска разошлась в разные стороны, не работает рулевое, колеса подклинивает. Передача больше не переключается, то есть по технической части машина превратилась в мусор. Естественно, вот эта планка, это смята здесь, то есть вся геометрия кузова нарушена целиком. И это уже отнюдь не из-за того, что было со столбом, это просто в момент, когда она пошла наматывать круги вокруг крыши. То есть, опять же, это нам косвенно, по моему мнению, я, наверное, не имею права утверждать, как оно есть на самом деле, но у меня лично создается ощущение, что кузов сильно слабее, чем Солярис. То есть, конечная остановка об столб произошла уже совсем на другой скорости. И все-таки перевертыш — это нечто более мягкое, по крайней мере, для вот всей этой конструкции, чем просто столкновение со столбом, чем моментальная остановка. Здесь это все привело к каким-то более мрачным последствиям, которые можно реально сравнить с Марком. Подкапотка Марк 2 выглядела примерно так же. Гранта, соответственно, тоже потеряла любую возможность перемещаться, даже встретив столб, по сути, уже километрах на 20-30 в час.
перед этим, конечно, предварительно перелетев через крышу. Поэтому, само собой, эта Гранта сейчас уходит. Все, мы ее больше никак не используем, потому что, ну, сами понимаете, загонять машину вот такого вида под столб, это, наверное, не очень актуально. Сейчас я вам покажу, чтобы вы видели, что произошло с крышей, но это от перевертыша. Крыша прожалась, на мой взгляд, ну, не критично, то есть как раз где у нас голова водителя, она, хотя нет, вот ровно здесь голова водителя, и это не очень, а там голова пассажира. Это все худовасто. Ну, в конце концов, ладно. Мы не можем сравнивать эту машину в перевертыше с другими машинами. У нас нет пока что у нас нет такой базы информации. Но в любом случае, исходя из того, что я вижу, мне кажется, что она сильно слабее. Не хочу никого, конечно, обидеть, но в любом случае все точки над «и» мы, получается, расставляем примерно через неделю, когда мы переделываем рельсы, выравниваем их, усиливаем площадку, на которой мы эту машину разгоняем. Столб у нас замене не подлежит, он не пострадал, ничего с ним не случилось. И это будет следующая Гранта. Да, уже, наверное, простая комплектация. На палочке нас интересует только поведение кузова. И мы это с вами узнаем через неделю. На этот раз удачи вам больше, чем нам сегодня. Огромное спасибо, что смотрели это видео. Еще будет старый китаец. Да, вы просили, он точно будет. И он будет поставлен в противовес Гранте. Мы не сравниваем Гранту с Солярисом. Это все-таки разные ценники и разные, по сути, вообще автомобили. А вот какой-нибудь китаец за эти деньги, это что-то очень близкое к отечественному автопрому. Наверное. Пока.